Ура! Наступило лето, а лето это, конечно же, пора зелени, овощей, фруктов, ягод. И это значит, что сегодня мы с вами приготовим супер летнее, супер вкусное, супер простое меню и, конечно, просто супер меню для похудения. Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале Как похудеть. Я похудела уже на 55 килограммов. Начинаем готовить. Мы с вами приготовим и завтрак, и обед, и ужин, и салат, а еще приготовим самый любимый всеми летний десерт. Конечно же, это мороженое домашнее, которое можно есть. Начинаем! Для летнего завтрака нам понадобится половинка сладкого перца. Ее я нарезаю вот на такие ломтики, а затем нарезаю красивый ароматный сладкий перчик мелким кубиком. Сковороду я уже смазала растительным маслом и отправляем на нее перчик. Вот столько свежей зелени понадобится для нашего летнего завтрака. Я посыпала немного соли, желательно среднего помола. Она нам нужна как абразив, для того, чтобы мы с вами растерли зелень, и она отдала все свои ароматы, эфирные масла, и у нас получился невероятно вкусный летний и, что самое главное, полезный завтрак. Для того, чтобы размять зелень, достаточно минутки. Добавляю 2 яйца, 50 мл молока. Это выход на одну порцию. Напоминаю, что все рецепты будут в описании под видео. А теперь нам нужно просто перемешать зелень, молоко и яйца. Перчик подрумянился. Отправляем наш омлет прямо на сковороду. Того, что зелени много, пугаться не стоит, мы ее сейчас просто распределим. Вот так отлично, будет очень сочно, красиво, вкусно и полезно. Остается накрыть крышкой наш летний омлетик. Еще у меня есть 50 граммов сыра, для того, чтобы наш омлет был не только вкусным и ярким, но еще замечательно вкусным и сытным. Натираю на мелкой терке. Прошло 2 минутки, самое время посыпать наш красивый омлет сыром. Посыпаем его щедро. Очень красиво и, конечно, вкусно. Теперь накрываю крышечкой и оставляю до тех пор, пока сыр не расплавится. И наш завтрак готов. 2 минутки прошло, наш вкусный, летний, яркий, сытный завтрак готов. Отправляем его на тарелочку. Просто посмотрите, какая красота и вкуснота. Вот так очень красиво и просто быстро можно приготовить завтрак летом и получить максимум пользы. Теперь узнаем вес такой порции. Вес омлета с овощами и сыром 288 грамм. Приятного аппетита! Завтрак мы с вами приготовили, пора приниматься за обед, но перед этим я поделюсь с вами супер ссылкой на холодные летние супы. Она появится вот здесь, приготовьте обязательно, там разнообразие. И гаспачо, и свекольник, и окрошка, в общем, много всего вкусного и летнего. Ну а мы с вами приготовим окрошку по интересному рецепту. И опять мы начинаем с зелени, потому что самое время для зелени. Сейчас посыпаю, у меня зелень укропа, вы можете взять любую зелень, которая есть у вас. И сейчас я также зелень разминаю интенсивно с солью. Я добавляю 1 литр кефира, кефир у меня 2,5% жирности. Теперь добавляю до 2 литров минеральную воду, она у меня газированная. Ну и, конечно, чтобы окрошка быстрее получилась, ее лучше предварительно охладить. Сейчас наша окрошка уже будет настаиваться. Вы видите, что водичка, даже наша жидкость в окрошке получается немного зеленая, потому что зелень нужно разминать хорошо. Это один из секретов вкуснейшей окрошки. Еще у меня есть сладкий перчик. Перец я стараюсь нарезать как можно мельче, потому что я очень люблю, когда в окрошке все максимально однородно смешано, поэтому нарезаю меленьким кубиком. 2 средних огурца натираю на крупной терке. Яйца, у меня их 6 штук, тоже натираю на крупной терке. Настал тот самый час, когда мы все будем смешивать, и наша окрошечка будет готова. Добавляем яйца. Следом отправляю огурчики, которые тоже натерла на терке. Кубики красивого сладкого перчика. Наша окрошка без картошки, но с горошком. Добавляем его туда. Это очень вкусно, обязательно попробуйте. И, кстати, добавляет сытости. Перемешиваем. Ну и, конечно, желательно на часок отправить в холодильник, ну или можно есть сразу. Отправляем окрошку в тарелку. Вот такая она получается яркая, летняя. Ароматы зелени, сладкого перца, огурчик и горошек с яйцом дают сытость. Это просто, не знаю, летняя бомба. Обязательно приготовьте окрошку. Это очень-очень вкусно. И давайте посмотрим вес порции.
Вес окрошки 431 грамм. В прошлом году мы готовили наш любимый семейный рецепт окрошки. Он появится вот здесь. Переходите по ссылке и попробуйте приготовить такую окрошку тоже, потому что окрошка хороша в любом виде. Ну а у меня, как вы заметили, кабачок. Значит, мы будем готовить вкусный, полезный и, конечно, летний ужин. У меня 3 кабачка общим весом килограмм. Отрезаем им лишние части. И теперь нарезаю кабачок на пластины. Нарезаю кабачок кубиками размером около сантиметра. Я уже разогрела столовую ложку растительного масла и теперь отправляю туда наши кабачки. Прибавляю огонь до среднего и пусть они у нас жарятся минут 5. Пока кабачки обжариваются, я займусь куриной грудкой. У меня ее полкило. Нарезаю ее тоже сначала на такие вот пластинки, а затем средним кубиком тоже где-то около сантиметра. 5 минут прошло, кабачки уже даже немного подрумянились. Самое время немного поперчить. У меня смесь перцев. И пора добавить нашу курочку. Добавляем и, конечно же, перемешиваем. Сейчас нужно будет обжарить около 2-3 минут до того момента, как курица побелеет. Курочка побелела. Добавляю 3 щедрых ложки домашнего томатного соуса. Ссылка на него появится в правом верхнем углу. Теперь все перемешиваем для того, чтобы соус равномерно распределился по всей нашей вкусноте. Теперь я огонь убавляю со среднего до самого минимального. Накрываю крышкой. Воды добавлять не нужно, потому что кабачки сочные. Я оставляю до готовности на маленьком огне. 150 граммов твердого сыра натираю на крупной терке. Это количество на 4 порции. Из 5 минут прошло 2 минуты. Как вы видите, все очень сочно. Посыпаем всю эту красоту и вкусноту сыром. Вот так щедро посыпаем. Накрываем крышкой и оставляем до готовности еще на 3 минутки. 5 минут прошло, посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получилась. Ужин получается одновременно и легким за счет того, что мы использовали кабачки, и, конечно же, сытным, потому что мы добавили курочку и, конечно, вкусный сыр. Томатный соус замечательно дополняет и мясо, и сыр, и кабачки. Давайте посмотрим, сколько весит наш ужин. 483 грамма. Вот такую щедрую порцию можно съесть, потому что большая часть это вкусные, полезные и, что немаловажно, низкокалорийные овощи. Приятного аппетита! Ужин уже готов, но это еще не все. К ужину обязательно я предлагаю есть щедрую порцию овощей. Ну и, конечно, летом есть салаты намного проще и вкуснее. Сейчас мы с вами приготовим салат из огурцов, помидоров, обычных ингредиентов, но благодаря пикантной заправке, я уверена, вы в нее влюбитесь, салат заиграет новыми красками. Начинаем! Для салата нам, конечно же, понадобится зелень, и у меня сегодня есть такие красивые свежие листики салата. Следом у огурчиков отрезаем лишние части, затем нарезаю его пополам, еще разок пополам и теперь вот такими кубиками. Беремся за красный сладкий перчик, его я нарезаю достаточно крупно. Еще у меня есть малышки черри, их нарезаю просто на половинки. Я беру 4 зубчика чеснока, вы можете брать меньше или даже больше, это, конечно, вкусовщина. К чесноку добавляю щедрую чайную ложку горчицы, 2 щедрых ложки сметаны. Сметана у меня 20% жирности. И еще добавляю столовую ложку соевого соуса. Да, это очень вкусно. Теперь наша задача просто перемешать все ингредиенты, и получается сливочный соус, получается соус чесночный, в то же время там соевый, и он получается пряный, пикантный, и горчичка дает остроту вместе с чесноком. В общем, это просто бомба. Его на самом деле можно готовить не обязательно к салату, как вариант замены майонеза, но это очень вкусно, обязательно приготовьте. Добавляем наш очень вкусный соус в наш очень вкусный салат. И заключительный момент, добавляем маслины. Вы можете использовать оливки или отказаться. Самое время перемешать всю эту красоту и вкусноту. Я подсаливать не буду. Почему? Потому что горчица, соевый соус соленые, также соленые маслины, поэтому мне салат нравится в натуральном виде. Вы, конечно же, по желанию можете немного подсолить. Салат я уже отправила в салатницу. Посмотрите, как это вкусно, как это по-летнему ярко. И теперь давайте узнаем, сколько весит наш с мужем салат. Вес нашего совместно нажитого салата килограмм 85 граммов. Съедаем мы салат пополам, то есть около полкило вкусного, свежего, хрустящего салата будет у меня к ужину.
Настало время десерта. У меня в руках замороженные бананы. Кстати, для того, чтобы они не прилипали к доске, я вот так вот доску обматываю пленкой, и тогда они легко отходят. В блендер добавляю 300 мл йогурта. У меня йогурт 3,5% жирности. Следом отправляем ягодки. У меня их 300 граммов, они замороженные. Чтобы все легче перемешалось, на первом этапе я смешиваю йогурт с ягодами. Будет громко и красиво. Вот такая красота получилась. На самом деле это уже вкусно и уже можно есть. Но мы теперь добавляем замороженные бананы, поскольку все-таки приготовим мороженое. А теперь перемешиваем бананы и ягоды и йогурт до однородного состояния. Теперь отправляем наше вкусное мороженое в креманку, и мы можем поступить двумя вариантами. Можем все съесть, или, кто потерпеливее, отправить в морозилку, и у вас получится вкуснейшее фруктовое мороженое. Вес моей порции замечательного домашнего мороженого 183 грамма. Приятного аппетита! Я очень рада, что с вами поделилась сегодня вот таким вкусным, поистине летним меню на день. Это меню отлично подходит для тех людей, которые снижают свой вес, либо просто ведут здоровый образ жизни. Если такие видео для вас полезны, обязательно оцените нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы до сих пор не подписаны, лучше сделайте это. И нажимайте, конечно же, на колокольчик для того, чтобы как только мы снимем интересное, вкусное видео, вам сразу же приходило оповещение. Вот здесь появятся еще наши новые полезные, интересные и обязательно вкусные видео. С вами была летняя Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, солнышка.